Ну что, всем привет, ребята! Пришло время устанавливать наши подкрылки на Ниву. Локеры я выбрал такие, которые будут защищать кромку крыла. Смотрите, ребят, здесь по краю нашего локера идут вот такие бортики, которые не дают плотно установить локер из-за того, что у нас Нива Урбан, а Нива Урбан имеет пластиковые бампера. И мне пришлось здесь удалить вот этот вот бортик в этом отрезке, чтобы он плотно встал к бамперу. Потому что бампер идет приблизительно вот так, вот в этой части. Вот. Он стыкуется с кузовом. На локеры я наклеил шумоизоляцию ровно в тех местах, куда прилетают камушки, когда мы ездим по гравию. Вот так вот. Шумоизоляция у нас идет 5-миллиметровая толщина и, ну, как заявляет производитель, водоотталкивающая. Время покажет, конечно. На задних подкрылках вот здесь имеется вот такая выштамповка под дренажное отверстие. Я сделал вот дрелью, сверлом вот такое отверстие, чтобы вода беспрепятственно уходила туда. Ребята, хотел еще похвастаться. Я нашел такие вот саморезы замечательные из нержавеющей стали. На них мы и будем устанавливать наши подкрылки. Смотрите, идет 4,2 на 13. Здесь 100 штук. Вот такие вот. Этого хватит. Вот такие вот, такой длины. Также взял сразу два сверла. Это на 2,5 они идут. Ну, с запасом, чтобы не бегать потом, не искать, если вдруг оно сломается. А вот это и есть наша шумоизоляция, которую мы устанавливали на локеры. Вообще, вот эти коробки, это все и есть шумоизоляция, которую я буду устанавливать чуть позже. Здесь, если все вместе взять, примерно 50 килограмм добавится в Ниве веса. Так, сейчас вот эту кромку мы с этой стороны тоже все промажем пушечным салом. У нас здесь полностью все обработано. Уж сало заложено туда. Так что все будет хорошо. И антикор. Вот здесь полностью мы обновили. Здесь 2 миллиметра слой лежит. На старый мы еще обновили новый. Смотрите, как красота. Чуть-чуть отрезать. Берем наш вот этот вот саморез замечательный из нержавеющей стали. А мы уже, кстати, успели промокнуть под дождиком. Ну ничего. И обязательно закручиваем его от руки. Обязательно. О, прям вот так. Сильно не надо перетягивать от руки. У меня все на глаз. Я вот так вот приблизительно беру 10 сантиметров и здесь в серединке пробиваю.
самое главное, все затягивать от руки. Ни в коем случае нельзя затягивать шуруповертом или перетягивать его насильно. Здесь кромка очень тонкая идет. А сзади, кстати, она широкая такая идет, раза в 2 шире и толще. Там двойной металл идет, металл на металл. Здесь вот еще виднеется обработка еще пушечного сала. На днях вот мы делали. Вот это классно. И здесь еще таким слоем сделаем. Так что со всех сторон пушечное сало просто обволакивает вот эту вот кромку. Так, здесь, как мне кажется, надо немного еще чуть подрезать вот здесь. Видите? Так-то все вроде встает. Чуть-чуть нам вот не хватает, чтобы его загнать туда, за подлицо. Сантиметра 2,5 где-то я, наверное, убрал еще. Попробуем так его сюда. Металл намного толще здесь, конечно. Сразу чувствуется это прям. Ну, их здорово. Здесь нет сил закрутить от руки, поэтому будем немного прокручивать с помощью шуруповерта. Благо у нас их 2, но не до конца. Затягивать мы будем от руки. Вот оно какое дело. Даже шурик не может. Ничего себе. Там толщина. Ага. Так. Да. Тяжело идет. Слушайте, да здесь можно от шуруповерта, мне кажется, его закручивать. Ну, конечно, очень аккуратненько. Надо будет следующий попробовать, так чуть-чуть, может быть. Хотя не стоит. Вот так. Вот здесь, я думаю, не буду их сверлить. Оно достаточно плотно стоит. Ну вот, прижимается туда. Сама она отсюда не отойдет. Так что не хочется делать лишних отверстий в кузове. Вот здесь подкрылок, он торчит, уходит на несколько сантиметров. Я думаю, что нужно будет обязательно его срезать, потому что можно будет вырвать. Мы часто ездим по бездорожью.
слабенький ножик. У нас есть другой. А, лезвие, кстати, оставим. Вот примерно как-то так у нас получилось. Гладенько и аккуратненько. Так. На задний подкрылок у нас ушло 9 саморезов, а на передний 11. Вот с таким примерно интервалом. Все, подкрылки наши стали идеально. Теперь остается только поехать куда-нибудь в путешествие и испытать их. Так что надолго мы с вами не прощаемся, ребята. Работы у нас еще много. И увидимся в следующих видео. Всем здоровья, счастья, мира и добра.